Всем привет! Все в курсе, что уже в ноябре компания Xiaomi представит долгожданные флагманы Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. По слухам, младшая версия, а именно Xiaomi 13, получит плоский дисплей OLED с диагональю 6,36 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и врезанной фронтальной камерой по центру. Также оба гаджета Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro станут первыми телефонами компании с MIUI 14 на базе Android 13 из коробки. Это все, скажем прямо хорошо, но в линейке будет еще две модели, а именно Ultra и Lite. Стоит отметить, что смартфон Xiaomi 13 Ultra выйдет лишь в следующем году. Возможно, этот смартфон получит тот же сенсор Sony IMX989, что и у Xiaomi 12S Ultra. Напоминаю, датчик был совместно разработан компаниями Xiaomi и Sony. А вот наш сегодняшний герой Xiaomi 13 Lite может появиться уже в этом году. Также сейчас известны практически все технические характеристики данного девайса, и они, честно говоря, удивляют. Итак, основные фишки смартфона Xiaomi 13 Lite это отличный процессор Snapdragon 7 Gen 1, хороший экран с диагональю 6,55 дюйма, основная камера с главным датчиком разрешением 50 мегапикселей, аккумулятор емкостью 4500 мАч, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ своей флеш-памяти, MIUI 14 на базе Android 13 из коробки и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый обзор. Поехали! Итак, первое, что хочется отметить, смартфон Xiaomi 13 Lite засветился в базе данных EMEI с каталожным номером 22-101-29SG. Напоминаю, вот именно этот номер также получил смартфон Xiaomi 12 Lite 5G NE, который будет точной копией китайской модели CV2. Если суммировать все данные, то мы получаем три смартфона компании Xiaomi с одинаковыми характеристиками, и это, честно говоря, очень странно. Это не первый раз, когда компания Xiaomi делает с одной модели целых три. Можно предположить, что мы получим именно такой расклад. CV2 эксклюзив для китайского рынка, Xiaomi 12 Lite 5G NE модель для Индии, а Xiaomi 13 Lite это, конечно же, глобальный вариант. Итак, теперь про характеристики смартфона Xiaomi 13 Lite. Сердцем смартфона, как и говорил ранее, выступает мощный энергоэффективный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 7 Gen 1. Это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 20 мая 2022 года и изготавливается по 4-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Cortex A710 на 2,4, 3 ядра Cortex A710 на 2,3 и 4 ядра Cortex A510 на 1,8 ГГц. Стоит отметить поддержку замечательной технологии Adreno Frame Engine. С данной технологией производительность в играх будет вырастать вдвое при отсутствии повышения энергопотребления, вроде дорисования кадров в смартфонах Samsung. Как это уже принято в наше время, Xiaomi 13 Lite получит отличный экран AMOLED с диагональю 6,55 дюйма, разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц. Также экран будет поддерживать расширенный динамический диапазон Dolby Vision. Напоминаю, технология, созданная для видео с широким динамическим диапазоном HDR. И хотя HDR в видео отличается от фото HDR, в целом они преследуют одни и те же цели: показать широкий динамический диапазон, более детальный как в ярких, так и в темных местах изображения одновременно. То есть все продумано, все на высшем уровне. А вот основная камера выступит с датчиками разрешением 50, 20 и 2 мегапикселя. Какие именно мы получим датчики, информации на данный момент, к сожалению, нет. Аккумулятор установят емкостью 4500 мАч, поддержка зарядки мощностью 67
Ватт. Данный блок питания можно использовать для зарядки других смартфонов, ноутбуков и различных аксессуаров. Единственный порт USB-A позволяет заряжать устройство при мощности 15, 27, 33 и 67 Ватт. Адаптер имеет несколько степеней защиты, включая защиту от скачков напряжения и перегрева. Также, что немаловажно, смартфон Xiaomi 13 Lite должен изначально из коробки получить прошивку MIUI 13 на базе Android 12. Некоторые источники уверяют, что мы получим даже MIUI 14 на базе Android 13 из коробки для глобального рынка. Основные фишки оболочки — это кастомизация внешнего вида, новый фирменный шрифт и обои, новая анимация виджеты, качественный виброотклик, технология Turbo 2.0, повышенная конфиденциальность, расширение оперативной памяти, функция MIUI Plus для планшетов, технология Focus Computing 2.0, улучшенная энергоэффективность, функции Mi Magic Center и MIUI Family. И многое другое. А вот оперативной памяти будет 8 или 12 гигабайт. Своей 128, 256. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Xiaomi не изменяет себе. Она выпускает с каждым годом один и тот же телефон, но на разные рынки. То есть зачем что-то придумывать? Зачем менять технические характеристики? Да, внешний вид будет чуть-чуть отличаться, но все-таки по характеристикам это будут практически одни и те же телефоны. Самое главное, сколько будет стоить данный смартфон, потому что от цены, ну простите меня, зависит все. Зависят продажи, а также зависит, сколько людей вообще перейдут, например, со смартфонов Samsung к смартфонам Xiaomi. Также вы должны понимать, что тут достаточно неплохие технические характеристики. От себя отмечу, конечно же, это новый, достаточно крутой процессор Snapdragon 7 Gen 1. Да, вы не будете играть тут в самые топовые игры. Да, конечно же, вы не получите какое-то жидкостное охлаждение. Да, конечно же, этот процессор вам не может предоставить топовые вообще показатели в любых приложениях, в любых играх, я имею в виду топовых играх. Но действительно вы должны понимать, что этот процессор очень и очень хорошее решение на 2022 год. Конечно же, Xiaomi 13 Lite будет, можно сказать, прорывным смартфоном. Почему? Потому что стоимость данного гаджета, я не думаю, что будет очень и очень высока. Но вы должны понимать, что тут хороший экран, хорошая камера на 50 мегапикселей, хорошая аккумуляторная батарея на 4500 мАч и так далее. Флеш-память 256 гигабайт. Ну, конечно же, уже тут придется переплатить. Вот такой смартфон получится у компании Xiaomi. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.